Добрый день, друзья! Давайте посмотрим, как растут мои малыши в мху. Я их покупала недавно на выставке, рассказывала, показывала, какие они были при покупке. Две из них были настоящие реанимашки, вот эти две, и две были в хорошем состоянии. Давайте посмотрим, что с ними произошло почти за месяц. Я их поставила в маленькие горшочки, но ничего с ними не делала. Вот в этой орхидейке внутри горшка корней как не было, так и нет. Здесь корни были черные, но они так и остались черные. Мы с вами договорились, что я не буду его вытаскивать, не буду разбирать, не буду ничего с ним делать. У него корешки растут здесь молоденькие. И здесь два корешка. Листики немного теряют тургор, но он начал растить новый лист. И вот эти корешки будут его поддерживать. Пока в таком состоянии. Это самый-самый плохой, самая реанимационная была орхидея. Вот это немножко лучше, но у нее тоже нет корней. Сейчас покажу. Вот здесь один проглядывается корень. Но здесь начал отрастать молодой корешок. Здесь все значительно лучше. Хороший тургор у листиков. Тоже начал пробиваться молодой листочек. Единственное, что я сделала, мне вот здесь не понравилось. Так, даже не знаю, как вам показать. Вот здесь не понравилось основание ушей. Я чуть-чуть намазала Максимом. Ну, здесь есть такой намек на корень, но даже в камеру его еще пока не будет видно. Поэтому не будем обращать внимания, посмотрим на него через месяц. Это те малыши, которые были в размере 2,5, вот эти два. Вот этот малышек в размере 1,7. И вот этот чувствует себя просто великолепно. И в таком размере, и в таком виде. Листик у него очень хорошо подрос. Корешки от шеи тоже растут. Прямо такие толстенькие, хорошенькие. И в горшочке появились тоже зачатки новых хороших маленьких корешков. И орхидея, на которой был маленький, совсем крошечный цветоносик, она продолжила его расти. Это самая лучшая орхидея, которая была куплена. Вырастила большой лист. Растит уже, начинает наливать бутончики. И в горшке с корнями просто все замечательно. Поэтому вот эту орхидею мы с вами сейчас пересадим. Вот так называется эта орхидея. Что нужно сделать для того, чтобы убрать вот этот мох? Он немного влажный и сейчас. Но для того, чтобы безболезненно для орхидеи убрать вот этот плотный моховой стакан, я его буквально на 15 секунд помещаю просто в теплую чистую воду. Чтобы мох набрал как можно больше воды, и тогда он очень легко отделяется от корней. Единственное, что, конечно, будет, все будет сейчас мокрое от этого мха. Но зато очень хорошо после водички разбирать этот мох. Он всегда плотный, как бы я его ни старалась распушить, но все равно здесь два плотных моховых кольца. Нам надо и корни не повредить, и цветонос не сломать.
Поэтому аккуратно убираем весь мох. И сейчас мы увидим, какие же внутри стаканчика, там второго стаканчика, какие же там внутри корни. Очень плотный мох, даже при том, что я его намочила. И в стаканчике корни могут быть совершенно гнилые. Ну что мы, наверное, сейчас и увидим. Очень плотно оборачивают всегда корни орхидей. Сложно это все снимать. В смысле, сам мох снимать сложно. Так. Давайте я пойду промою оставшийся мох. Вот видите, вот это были корни. Вот это корни во внутреннем стакане. Они совсем, и виламен сгнил. Вот остались одни тяжи. Вот он, тяжик. А вот этот корешок был сверху. Вот так. А вся внутренняя часть, весь виламен тоже гнилой. Сейчас я пойду под струей воды, последний мох сниму и покажу вам, что же здесь осталось от корней. Вот такие корни у нас остались. То, что было в стаканчике, все гнилое. Виламен весь гнилой. Это можно убрать. Так, вот он. Вот такой длинный гнилой корень. Так, что мы сделаем? Вот здесь вообще остался один тяж. Его можно убрать. И даже два вот этих корня вместе с этими тяжами. Вот этот можно оставить, а вот этот тоже можно убрать. Только зачистить немножко вот этот гнилой виламен. И я всегда люблю убрать, ну, почти весь мох. Потому что мох — это как шоколадка для подур приблизительно. Он всегда остается там влажный долго. А подуры любят влажность. Вот еще есть один тяж, который тоже можно обрезать. Даже не один, а здесь два черных тяжика маленьких. Тоже убираем, они не нужны. Вот столько осталось корней, причем вот эти корни очень крупные, хорошие, начали прорастать. Поэтому сейчас мы просто засыпем его керамзитом, ну как всегда. Как всегда я это делаю. Посажу. От шеи корни тоже растут. Вот здесь большой пробился корень, здесь хороший, здесь намечается корешок. Так что можно ее посадить и дать ей возможность расти дальше и цвести. И пока не набрались бутоны, можно даже успеть ее один раз пролить с удобрением. Вот эти два нижних листика, они с небольшой желтизной. Но убирать я их не буду сейчас. Орхидея в свое время, которое ей понравится, заберет из листиков
все нужные ей питательные вещества и отсушит сама. Горшок немножко большеват для этих корней, но так как корни здесь действительно такие очень крупные, я думаю, что она быстро заполнит этими корнями такой горшок. Ну и все, засыпаем. Не забываем в горшочек поставить название цветка. Как я буду ориентироваться с поливом? Это важно, потому что посадка получилась такая, что ни одного корня не видно. И многие говорят о том, что верхние корни уже сухие, внизу корней не видно. Не знаем, как поливать такой цветок, только что посаженный, когда нет корней в горшке. Тогда приходится ориентироваться по верхним корням. Как по ним ориентироваться? Если вот здесь видно большие крупные корни, вот когда просыхают верхние корни, еще нужно 2-3 дня для того, чтобы просохли нижние корни. Можно и так ориентироваться. Но ни в коем случае не надо думать о том, что если верхние корни просохли, то нижние уже тоже сухие, и все говорят: ой, корешки верхние такие сухие, и прямо мне хочется то побрызгать, то полить, то еще что-нибудь сделать. Нет, помните всегда о том, что внизу просыхает значительно дольше. И если вы ориентируетесь только на верхние корни, то нижним будет плохо, а им тоже нужно обязательно просыхать. Сейчас дня 3, 4, 5 она у меня стоит, я за ней наблюдаю. После этого первый полив без удобрения, просто чистой водой я заливаю вовнутрь горшка, даю постоять 10-15 минут, вынимаю вот этот горшок, сливаю воду и опять на просушку. По температуре воздуха сейчас в квартире и на улице полив у меня получается раз в 8, 10, 12 дней. Но это зависит от объема горшка. Здесь примерно раз в 8-10 дней. Второй полив я постараюсь сделать с удобрением, но удобрение буду применять монокалий-фосфат. Это для цветения, для цветоносов, для корней. Думаю, что успею это сделать всего один раз. И когда орхидея зацветет, естественно, я уже с удобрениями их не поливаю. В остальном будет полив, как всегда. Просох — полили, просох — полили. Ничего сверхъестественного делать я с ним не буду. Дождемся цветения. Хотите увидеть? Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!